Редкие семьи. Меня зовут Светлана Пещальникова. Мы из города Барнаула, Алтайский край. Моя дочка Маргаритка Воронцова. Маргаритке 12 лет уже. Для каждой мамы, каждый ребенок, он редкий и любимый, самый-самый-самый замечательный. Но она действительно тоже особенная. Я знаю, что с редким заболеванием, с генетическим, заболевание гипофосфатезия. Всего ребятишек около 10 человек найдено по России. И в каждой стране в мире тоже примерно по столько же человек. Она у нас была самая первая и практически самая старшая. Мы, в общем-то, одни из первых испытывали и препарат. Когда родилась, была, в общем-то, обычным вообще ребенком, но потом начались проблемы постепенно. Изначально срыгивания были, неврологические какие-то проявления, потом рахитические четкие по телу скелета. После, ближе к году, когда вылезли зубки, стали выпадывать. Это был самый первый шок для всех, что они просто берешь, и они выходят, зубки. Это вот первые такие вот проявления. Мы обследование проходили, как обычно, все дети. И когда по анализам увидели у нас пониженную щелочную фосфатазу, нас врач-ортопед отправил и нефрологу по почкам, и дальше в диагностические центры. Нас полностью обследовали. Всякие разные давали диагнозы. И после послали нас в Москву, в Центр здоровья детей. Там мы, в общем, месяц лежали. Диагноз никак не устанавливали, потому что не видели вообще. И потом пригласили очень старенького профессора, и по клиническим всем данным сказал, что лет 15 назад он видел такого ребенка, и вот установили вот по вот этим вот данным диагноз. Спустя 6 лет потом это доказало генетический анализ по крови, что это вот такое есть, да. Но лечения не было. Мы точно так же ходили бесполезно по врачам. Бюрократические бумажки постоянно собирали. МСЭ проходили, инвалидность установили. И потом уже спустя тоже 2 года придумали вообще лекарство в Америке, американское. И после стали ставить. Сейчас мы на лечении асфатаза альфа. Улучшение есть, и рост пошел, и боли прекратились во всех суставах, кости болели, а рост не шел, вес не прибавлялся. Сейчас все это стало, да. По истечении вот 6 лет нам сами позвонили профессора мне на телефон лично и сказали, что вот да, есть возможность, вот придумали уже. И когда стала в интернете искать, уже какие-то сведения, да, были. За рубежом были экспериментальные проставления вот этого препарата. Сначала не хотела экспериментировать. 2 года я не давала согласия, потому что на своем ребенке экспериментировать, тем более перенесла столько вообще всего, я не хотела. Но потом, когда другим стали у нас в России ставить, тогда согласилась. Подумала, что это все равно вариант какой-то. Лучше использовать этот вариант, чем вообще не использовать и потом себя винить. Ребенок каждый раз, конечно, психологически расстраивается. Каждый раз к новым врачам приходим, все снова по новым рассказываем. Они не знают вообще, конечно же. И мы каждый раз рассказываем, что происходит в мире, что с нами вообще происходит. Мы когда с Москвы приезжаем, мы все это рассказываем, потому что это очень редко, чтобы знать каждому врачу, тем более обыкновенным педиатрам. Вымывается кальций из костей, косточки тоненькие, болят суставы, кости болят, вес не набирается. Неврология у нас не задета.
Она у меня начальную школу она отлично закончила. У нее были грамоты по спортивным состязаниям. Теннис играла настольный. То есть если же вот сами врачи знают о этом диагнозе, какие проявления, то, в принципе, вот даже со мной связаться можно по телефону. Я расскажу, как что вообще, как действовать. Не пугаться. Самое главное, конечно же, от мамочки – это спокойствие. Это вообще самое главное. У меня не было примеров никаких. Не на что было опираться. Попытаемся в институт поступить. Учится она хорошо. В классе все ее любят, она лидер. Она придумывает игры. То есть, видимо, какой-то заряд, конечно же, и от меня пошел, потому что я всем интересуюсь, и вездесущи мы путешествуем. И она точно так же, вот сейчас приезжая в Москву, ей очень нравится Москва-Сити, высотки. Я думаю, стремление туда у ней будет. Ну, папа от нас сразу же практически ушел. Мы очень много лежали в больнице. И другие обстоятельства, конечно, без мужа растила. Потом появился вот 6 лет назад у меня мужчина. Я замуж вышла, второго ребенка родила. От него очень поддержка хорошая, конечно же. И это очень важно. Мои родители, моя мама, конечно же, никогда не оставляла нас. Всегда в помощь. Там, где я работала, директор. Полдня работала, полдня с ребенком сидела. В Москву постоянно, на госпитализацию постоянно всегда отпускал. Большое спасибо. И сейчас я уезжаю, у меня муж с ребенком, с маленьким сидит. То есть тоже большая вообще поддержка. В самом начале, когда она маленькая была, конечно, большой испуг был. И когда ребенку сказали, давайте сделаем инвалидность, справку эту всю, весь этот процесс пройдем. Вот тогда был шок, как это мой ребенок инвалид. Врач, нефролог Выходцева Галина Ивановна убедила меня, что это только получается... Ну, социальные дотации все, то есть это только вам в помощь, а вам все равно придется быть рядом, получается, с московскими врачами. И вам необходимо будет эта бумажка. Вот тогда был шок. Как мой ребенок будет с этим статусом, что она на инвалидности. Сейчас очень просто к этому отношусь. И других мамочек, которые вот встречаются вот с этим психологическим барьером, убеждаю их тоже, что это нормально, это хорошо. И это только в помощь маме. Ну, смотришь в ее глаза большие, с такими вот ресницами, голубые глаза. Она радуется жизни точно так же, как и любые дети. Она лезет на лестнице, лазит по вот этим детским площадкам, где она может упасть. Сначала я очень боялась, а потом, если ей не давать двигаться, как и любому человеку, то болезнь одолеет просто-напросто. Как моя бабушка говорила, движение – жизнь. Если перестаешь двигаться, перестаешь жить. Не запрещаю нигде. Бегает, прыгает. Барьеров никаких практически. И костная система мышечная, все вместе это действует. То есть перестаешь двигаться, и кости перестают расти. Когда московский врач в эндокринологическом центре назначил лекарство это, то дали телефончик Всероссийского общества орфанных заболеваний. И с консультантом мы очень тесно и до сих пор мы, получается, подружились. Она очень помогала, и я, получается, через нее сейчас пытаюсь помогать другим мамочкам, родителям детей с редкими заболеваниями. Я особенный. Каждый особенный.